Вы когда-нибудь задумывались, что может произойти, если стая волков окружит автобус на пустынной трассе? Сегодня вы узнаете о настоящих встречах с этими серыми хищниками, которые происходили на дорогах. Давайте разберемся, какие неожиданные последствия могут возникнуть из такого столкновения. Эти истории заставят вас посмотреть на диких животных по-новому. Видео, на котором запечатлена погоня машины за стаей волков на заснеженной дороге в Архангельской области, вызвало бурную реакцию среди жителей северных регионов. На записи видно, как водитель сигналит убегающим волкам, догоняя их. Некоторым хищникам удается скрыться в лесу, но остальные находятся в опасности попасть под колеса автомобиля. Водитель продолжает сигналить и смеяться, произнося фразу «попало». Однако неясно, попали ли волки на машину или просто исчезли из поля зрения камеры. Управление полиции региона провело проверку инцидента. Было установлено, что животные не пострадали. В пресс-службе ведомства заявили, что осмотрели автомобиль, и никаких повреждений на нем обнаружено не было. Также был найден свидетель, который ехал за автомобилем и подтвердил, что машина не наехала на волков. Интернет-сообщество разделилось на две группы. Одни пользователи выразили возмущение действиями водителя, считая недопустимым подобное обращение с животными. Другие заметили, что появление волков на дорогах является следствием вырубки лесов, из-за которой животные лишаются привычной среды обитания и пищи. Часть пользователей оправдала действия водителя, полагая, что волк, встретившись с человеком, вряд ли поступил бы иначе. Зоозащитники тоже высказали свое мнение. Специалисты Центра помощи дикой фауне Мата-Мата подчеркнули, что подобные действия могут разрушить структуру волчьей стаи. Оставшиеся без своего сообщества волки превращаются в одиноких особей, которых не примут другие стаи. Такие изгнанники часто оказываются в населенных пунктах, где вынуждены искать пищу. Автобус ехал с пассажирами через лес. Шел сильный дождь. До населенного пункта оставалось совсем немного. И тут случилось непредвиденное. Автобус попал колесом в глубокую лужу, забуксовал и остановился. Ехать дальше не представлялось возможным. Пассажирам ничего не оставалось, как выйти под проливной дождь, чтобы подтолкнуть транспорт. Но несмотря на все усилия, автобус не двинулся с места. И тут сквозь шум дождя одна из пассажирок, девочка-подросток, воскликнула: «Мама, смотри, какие собачки!» Все оглянулись туда, куда показал ребенок. Со стороны леса стояли два огромных волка. Страх охватил каждого, и люди бросились обратно в автобус, прыгая друг через друга. Только водитель сохранил хладнокровие, оставшись помогать женщине, через которую все пытались перебраться. Водителю не повезло. Самый крупный волк, вероятно, вожак стаи, напал на него первым. Он схватил его за ногу. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Та самая девочка, которая первой увидела волков, схватила чью-то зажигалку и лак для волос из сумки, а затем направила струю огня в сторону волка, тем самым напугав его. Волки ушли, а водителю оказали необходимую помощь. В 2021 году интернет-пользователи бурно обсуждали видео, сделанное водителем грузовика. На пустынной заснеженной трассе он остановил машину, чтобы поменять колесо, однако работа была прервана неожиданными гостями. К автомобилю приблизилась стая волков, вышедших из леса. Водитель снимал происходящее прямо из кабины. Хотя конкретное местоположение происшествия не уточняется, имя файла ролика наводит на мысль, что события разворачивались в Якутии. Один из пользователей оставил комментарий: «Будьте осторожны, ребята. Когда животное выходит из леса, оно абы сильно голодает, потому что в лесу больше нечего есть. Нет ничего страшнее хищников в нашем регионе зимой. Кроме, пожалуй, медведя-шатуна, но это большая редкость». Как завершилось это столкновение, остается неизвестным, но отсутствие негативных новостей дает надежду, что все закончилось благополучно. Водитель автомобиля следовал по узкому лесному пути в Румынии позади велосипедиста, когда вдруг заметил шевеление в кустах. Спустя мгновение сбоку появился волк, движущийся параллельно им. Вскоре стал виден второй волк, и тут стало ясно — они уже некоторое время преследовали велосипедиста. Румынские леса и горы изобилуют дикими животными.
Ограничения на охоту и усиление мер по защите природы способствовали росту численности волчьей популяции в стране за последние несколько лет. Особенно комфортно волки чувствуют себя неподалеку от горнолыжного курорта Пояна-Брашов в Карпатских горах. Именно там стая заметила велосипедиста. Сам же мужчина даже не подозревал о присутствии животных. К счастью, за ним следовала машина. Пара внутри смогла отпугнуть волка звуковым сигналом, хотя тот не сразу ушел. Водитель приблизился к велосипедисту и начал сигналить. Волк обогнул автомобиль и продолжил свою охоту. Казалось, что волк вот-вот настигнет мужчину на велосипеде. Тем не менее, вскоре зверь отступил и скрылся обратно в лесу. Водитель предложил подвезти велосипедиста дальше. Такие встречи с волками на этом перевале случаются ежегодно. Похоже, что животные становятся смелее. В Ленинградской области водитель маршрутного такси столкнулся с необычной ситуацией, когда забирал пассажирку из города Подпорожье. Ему довелось встретиться с двумя волками. К счастью, нападения на людей не произошло. После сообщения о появлении волков на месте происшествия оперативно прибыли сотрудники Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Очевидцы подтвердили специалистам, что видели волков на проезжей части дороги. Был организован поиск хищников, к которому присоединились охотники, представители местной администрации, егеря и другие заинтересованные ведомства. Группа туристов из Москвы оказалась в затруднительном положении, недалеко от поселка Пертозавра в Сегежском районе Республики Карелия. Их транспортное средство застряло на бездорожье, и вдобавок ко всему, к месту происшествия приблизилась стая волков. Путешественники незамедлительно обратились за помощью к спасательным службам. Главное управление МЧС России по Республике Карелия отправило на место происшествия технику и сотрудников Сегежского пожарно-спасательного гарнизона, которые успешно эвакуировали туристов. Производственное отделение «Северные электрические сети» оперативно предоставило спецтехнику, тягач с прицепом и вездеход, а также 2 специалистов. Благодаря слаженным действиям сотрудников Карелэнерго, МЧС Карелии и местных лесников необходимую помощь удалось оказать в кратчайшие сроки. Туристов доставили в ближайший поселок Пертозавра, где им оказывали дальнейшую поддержку. Волки — это природные хищники, принадлежащие семейству псовых. Вместе с койотами и шакалами они составляют род волков. Эти животные играют ключевую роль в поддержании баланса экосистем на планете. К сожалению, численность волков значительно сократилась в последнее время. Ученые установили, что волки являются дальними предками домашних собак. Собаки, в свою очередь, считаются подвидом волков. Волки – одни из крупнейших и сильнейших представителей семейства псовых. Размеры и масса волков зависят от места их обитания. Высота в холке варьируется от 2 футов 1 дюйма до 2 футов 7 дюймов. Длина тела от 3 до 5 футов, а вес от 66 до 132 фунтов и выше. Годовалому волку свойственен средний вес около 55 фунтов. К 3 годам он набирает примерно 88 фунтов. После 3 лет, достигнув веса около 121 фунта, волк становится матерым. Внешний облик волков имеет много общего с собаками, включая мощные и длинные конечности, а также большие вытянутые лапы. Средние пальцы немного выдвинуты вперед, благодаря чему следы волка легко отличить от следов других животных. У волков широкая лобовая часть головы и массивная, слегка удлиненная морда, обладающая выразительной мимикой. Череп хищника высокий, крепкий и большой, с крупным носовым отверстием, которое расширяется к низу. Хвост у волка пушистый и толстый, всегда опущен вниз. Особенное внимание заслуживает строение зубов хищника. Верхняя челюсть содержит 6 резцов, пару клыков, 8 премоляров и 4 моляра, а нижняя на 2 моляра больше. Клыки играют важнейшую роль в выживании волка, помогая ему охотиться и удерживать добычу. Потеря клыков может привести к голодной смерти. Шерсть у волка состоит из 2 слоев. Она густая, высокая и довольно жесткая, с водоотталкивающими и грязеотталкивающими свойствами. Густой подшерсток защищает волка от холода. Окрас шерсти варьируется в зависимости от среды обитания. Лесные волки имеют серо-бурый оттенок,
тундровые – почти белый, а пустынные – серо-рыжий. Щенки волков обладают однотонной и более насыщенной окраской, которая со временем становится светлее и тусклее. Внутри одной популяции могут встречаться особи с разными оттенками шерсти. Волки чаще всего активны ночью, используя протяжный вой как средство коммуникации друг с другом. Во время охоты или преследования добычи стая старается избегать лишних и громких звуков. Днем, подобно многим хищникам, волки отдыхают в укромных местах. Эти хищники обладают острым слухом, хотя их зрение и обоняние развиты слабее. Волки известны своей выносливостью, быстрой реакцией и высокими интеллектуальными способностями, что помогает им выживать в сложных условиях. Они могут развивать скорость до 37 миль в час и проходить за одну ночь расстояние свыше 62 миль. В естественных условиях волки живут не менее 15 лет, хотя продолжительность их жизни может зависеть от внешних факторов, таких как вмешательство человека. Ареал обитания волков чрезвычайно обширен. Эти хищники встречаются как в Европе, так и в Азии, а также в Северной Америке. Они приспособлены к различным ландшафтам, таким как тайга, хвойные леса, тундра и пустыня. Северная граница их распространения доходит до Северного Ледовитого океана, а южная – до южных районов Азии. За последние столетия из-за активного вмешательства человека в природу количество мест обитания волков существенно уменьшилось. Люди избегают соседства с этими хищниками, уничтожают волчьи стаи и вытесняют их с традиционных территорий. Поэтому сейчас волки полностью исчезли из некоторых стран, таких как Япония, Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Дания и Швейцария. Размер территории, занимаемой волчьей семьей, зависит от доступности корма. Зимой волки стремятся покинуть участки с глубоким снегом. Наиболее многочисленные популяции волков встречаются в тундре, лесотундре, лесостепи, альпийских зонах и степях. Эти хищники могут селить человеческих поселений, а также на территориях, подверженных активной вырубке лесов, что связано с деятельностью человека. Рацион волков преимущественно состоит из животной пищи, хотя в южных регионах они могут питаться плодами и ягодами дикорастущих растений. Их меню разнообразно и включает мелких грызунов, зайцев, копытных, как домашних, так и диких, птиц и падаль. В тундре волки охотятся на самок оленей, оленят, гусей, леммингов и полевок. Горные волки питаются горными баранами, тарбаганами, зайцами и другими местными видами. Волки известны своей выносливостью. Они могут обходиться без еды до 2 недель. Эти хищники обладают высоким интеллектом и применяют разные стратегии охоты в зависимости от обстоятельств. Обычно они охотятся небольшими стаями, где каждая особь выполняет определенные задачи. Взрослый волк потребляет около 11 фунтов мяса в день. Минимально необходимый объем пищи составляет 3,3 фунта. Если вся добыча не съедается сразу, волки прячут остатки на потом. Волки являются моногамными животными, формирующими пары для размножения вне зависимости от структуры стаи. В брачный период поведение как самок, так и самцов становится более агрессивным, но после его завершения стая создает условия, благоприятные для воспитания потомства. Логово волки устраивают в защищенных местах, зачастую используя заброшенные норы других крупных животных. Логово выбирается так, чтобы вовремя заметить возможную опасность. Беременность у самки длится около 2 месяцев. В теплых районах волчата рождаются в конце февраля или середине апреля, а в более холодных – в апреле-мае. В одном помете бывает от 3 до 12 щенков. В первые дни после рождения самка не покидает детенышей, обеспечивая их пищей самец. Примерно 1,5 месяца самка кормит волчат молоком, а начиная с 2 месяцев в их рацион добавляется мясо. Когда волчата подрастают, самка присоединяется к стае для охоты, оставляя молодняк одних. В случае угрозы она переносит волчат в новое, более безопасное место. Самцы достигают половой зрелости в возрасте 2,5 лет, а самки немного раньше, хотя фактически начинают размножаться ближе к 3-5 годам. Первое спаривание в стае зависит от ряда факторов, включая наличие кормовой базы. Численность волков в стае регулируется естественными механизмами, зависящими от условий окружающей среды.
Серый волк практически не имеет природных врагов, за исключением человека, который бесконтрольно уничтожает многие виды животных, включая волков. Таким образом, именно человек оказывает наибольшее влияние на численность этих хищников, известных как санитары леса. Недостаточное количество волков может приводить к вспышкам болезней среди животных. В ряде стран популяции волков оказались под угрозой исчезновения из-за опасений людей за сохранность домашнего скота. Волков не только отравляли ядами, но и массово отстреливали охотники. Например, в штате Миннесота, США, волки находятся под государственной охраной как исчезающий вид уже более 40 лет. Стабильные популяции волков сохранились в Канаде, Финляндии, Италии, Греции, на Аляске, а также в странах Азии и Ближнего Востока. Во многих странах численность волков снижается из-за деятельности браконьеров и вытеснения хищников с их привычных территорий. В таких странах, как Хорватия, Македония, Чехия, Китай, Бутан, Непал и других, волк находится под охраной государства. Некоторые популяции волков внесены в приложение 2 Конвенции СИТЕС. Действия человека оказывают значительное воздействие на природу, и страдают от этого все живые существа на планете. Важно понимать, что в природе все взаимосвязано и имеет свое предназначение. Хотя волки являются хищниками, их роль сложно переоценить, ведь они выполняют функцию лесных санитаров. Чаще всего они охотятся на слабых или больных животных, участвуя в процессе естественного отбора. В природе выживают самые сильные, здоровые и быстрые, а также те, кто обладает интеллектом. Однако, несмотря на высокий уровень интеллекта человека, его действия далеко не всегда разумны. Неудивительно, что во многих странах волки взяты под охрану, поскольку уменьшение их численности привело к распространению болезней среди животных и нарушению природного баланса. Природа устроена так, что все поддерживается балансом через процессы саморегуляции. Вмешательство человека нарушило этот баланс, и теперь людям предстоит восстанавливать его, что является сложной и дорогостоящей задачей. Вытеснение волков с их природных территорий заставляет их выбирать другие источники пропитания. Внезапная встреча на дороге может оказаться очень опасной для человека. Нарушая гармонию в природе, мы теперь часто сами становимся добычей. Стоит задуматься, не так ли? А пока вы думаете, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.